Здравствуйте, мои дорогие, любимые, мои волшебники, мои маги, мои ведьмочки. Самые лучшие, самые красивые. Сегодня я прям волнуюсь, потому что у нас большой расклад на октябрь. Все благословения, какие только можно, постараемся получить. И все прогнозы, да. Фух, я прям переживаю, потому что я решила гадать на 5 колодах 3 позиции. То есть позиций будет 3 варианта, да, но каждый на 5 колодах, представляете? Я выбрала свои лучшие, самые красивые колоды для октября. И, соответственно, смотрите, первая колода будет карта октября. Вторая колода, на чем сосредоточиться для достижения успеха. Третья, чего следует избегать в октябре. Четвертое, большое благословение Вселенной на октябрь. И пятое, духовный урок. Вот так вот мы с вами решили осмотреть наш октябрь. И, естественно, 3 позиции я считаю, что будет оптимально. Поэтому мы сейчас с вами все это будем раскладывать. Естественно, на мистическом Таро я сделаю наши 3 позиции, и вы посмотрите свой идентификатор, то есть кто вы на сегодня, Поэтому я сейчас убираю наши остальные колоды. Наши остальные колоды все пока складываю сюда отдельно. И мы будем постепенно их доставать, разворачивать, так скажем. Вот. И первая колода, вот наше мистическое Таро. Сейчас мы с вами их достанем. Ох, как же я волнуюсь. Это же очень большой расклад. Соответственно, мне нужно будет много вам рассказать, поведать, соединиться как проводник, да, с космосом, с высшими силами, со Вселенной и поймать все сигналы, всю информацию. Итак, перемешиваем наши карты. У этих карт, смотрите, такой красивый серебристый край. Я считаю, что это вообще очень красивые карты. Одни из самых красивых из колод Таро. Просто замечательные. Я обожаю эти карты, просто обожаю. И выложим 3 позиции на стол. Кто вы, кто ко мне пришел на расклад по каждой позиции, да? Вы будете себя как-то смотреть, узнавать, может быть. Кто-то, бывает, себя совсем не узнает. Попробуйте тогда выбрать позицию, допустим, с помощью генератора случайных чисел или с помощью своей интуиции. Может быть, вы просто не видите себя, да, как вас видят высшие силы. Например, такое: ой, я уже толкнула камеру. Уже что-то пошло, энергия пошла. Такое часто бывает, что человек не понимает, как его видят высшие силы, да, что он себя, допустим, там не совсем узнает. Ну, попробуйте тогда определять позицию с помощью других каких-то инструментов. Итак, по традиции вы пришли ко мне на расклад, будь то бы пьете чай или кофе, мы с вами решили поговорить, я вам гадаю на октябрь, большой расклад, и надо сдвинуть 3 раза, и те, кто смотрит видео с самого начала, естественно, получат благословение от Вселенной или какое-то послание. Сейчас мы все узнаем, сейчас мы получим сюрприз. Так, 3, и смотрим на дно колоды. Какая интересная карта. Здесь у нас рыцарь Пентаклей. Он медленно, но верно всегда продвигается вперед. Соответственно, вот Вселенная, высшие силы говорят о том, что у вас будет продвижение в плане карьеры, финансов, работы в октябре. И вы можете надеяться на то, что если не будете останавливаться медленно, но верно, вот даже не надо никаких скачков делать, да, а просто каждый день целенаправленные действия, вы добьетесь всего. Вот прям вершины успеха, благосостояния финансов. Даже и не торопитесь. Главное делать каждый день монотонно какие-то шаги, не останавливаясь. Вот он никогда не останавливается, он медленно идет. Даже кажется, что он стоит, но он не стоит, он идет. Он по шагу, но вперед продвигается. Так что вот такое послание, такой ответ дала Вселенная вам на сегодня. Хорошо, давайте теперь выкладывать 3 идентификатора, 3 карты. Если вы хотите, я их могу выкладывать лицом, но тогда
напишите в комментариях, какое у вас мнение по этому поводу. То есть пока мы их закрытыми выкладываем, да, эти 3 карты. Но в следующие разы, если кому-то интересен такой эксперимент, я могу эти 3 карты сразу же поворачивать там, или 4 карты, да, если это 4 позиции, лицом, допустим, и вы будете сразу же по карте выбирать, какая вам больше нравится, подходит, то есть кто вы по какой-то из карт, чтобы вам не нужно было переходить там варианты, допустим, да, а сразу же видеть при выборе позиции первую карту. Но это предложение именно на будущее. Так, первый вариант у нас, смотрите, серый агат. Второй вариант, вот такой цитрин замечательный. И третий вариант сегодня сердолик. Первая, вторая, третья позиция. Большое послание на октябрь, большое гадание на октябрь, расклад. Там, я не знаю, как вам больше нравится. Трактуйте, как вам больше это кажется правильным, да. То есть большое гадание на октябрь мы сейчас смотрим. И надеюсь, что все выбрали. Ну, а те, кто еще не выбрал, как обычно, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока отставляю в сторону, на край стола, как обычно. Сюда как-нибудь так, чтобы не особо бросалось в глаза. И первый камень у нас серый агат. Это один из моих самых любимых камней из-за своих вот таких полосок. Уникальный камень абсолютно. Вот. Итак, приступим. Кто пришел ко мне на расклад? Сначала смотрим. Четверка кубков пришла. Вы знаете, 4 кубков, вот как-то вы немножечко загрустили, заскучали, вам кажется, что жизнь, может быть, и не развивается, и не идет вперед, да? А все почему? Ну, все надоело. Может быть, осенняя хандра уже началась, депрессия осенняя. Может быть, вам навевает там погода, нехорошие, грустные мысли. Но вы ведь и не замечаете, что вот это прекрасное существо сзади, похожее на гуся, держит над вами зонтик, чтобы вы даже не промокли, защищает вас. А вы этого не замечаете. Значит, у вас есть ангел-хранитель, у вас есть защитник, у вас есть люди, которые вас любят, ценят, которые хотят, чтобы вы радовались, берегут вас. Может быть, вы не совсем замечаете этих людей вокруг себя. Может быть, это ваши детки, может быть, родители, может быть, любимые люди, друзья. Кто-то относится к вам очень хорошо и светло, но вы сейчас отвернулись и грустите. Вот, может быть, грустите, потому что какую-то, знаете, как цель не видите в жизни. Может быть, грустите, потому что не понимаете, что вам дальше делать. Вот все надоело, все надоело. Сейчас не знаю, как мне лучше поступать, как мне быть. Вот прям такая вот грустиночка осенняя пошла. Совсем такое вот прям что-то такое неприятненькое такое, да? Ступор какой-то, может быть. Бывает, человек в телефон погружается, и вот там сидит в этом телефончике, так ковыряется целыми днями. И нет ничего такого вот яркого, продуктивного, интересного, нет ярких моментов, впечатлений в жизни. Может быть, вы так расцениваете свою жизнь, и поэтому высшие силы вас видят 4 кубков, соответственно. Ну, такое может быть, потому что человек просто вот все время пропадает где-то в социальных сетях, там он больше живет, а в реальной жизни у него нет событий, например. Вот. Но если вы себя узнали, то смотрим, конечно же, дальше. А дальше у нас, как вы помните, основная карта октября. То есть именно карта октября. Вот, как сказать, общий фон, да, общий фон. Что за октябрь-то вас ждет такой? У нас, кстати, на канале «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина уже у меня есть видео «Невероятные моменты октября». Обязательно его посмотрите. Это очень интересное видео. Я его делала с душой. Его, конечно, пока так себе смотрят, но это, наверное, потому что октябрь еще не близко, ну, как же весь сентябрь, да. Но я считаю, что это нужно вовремя смотреть, потому что тогда будешь знать, что тебе делать, да, и уже сможешь продумать
Вот, ну, смотрим вашу карту октября. Карта октября. Ух ты, какая у вас интересная карта октября. Это же Луна. Вы посмотрите, какая красивая в этой колоде Луна-то у нас. Господи, ну посмотрите, какая она шикарная. Прям у нее вот прям тут как осьминожьи такие ноги. Тут же, значит, она сидит такая вся красивая, такая вся шикарная. Рядом то ли лиса, то ли кто. Вот прям на Луну-то они смотрят. Вы знаете, что есть индейская легенда о том, что лис влюбился в Луну. Вот тут, мне кажется, на этой карте частично эта легенда тоже есть. Когда лис влюбился в Луну, он знал, что она недосягаема, но каждую ночь приходил посмотреть на нее. И смотрел он на нее искренними, чистыми, влюбленными глазами. Да? Хоть и невозможно им было быть вместе, но лис все равно каждую ночь по традиции смотрел на эту Луну и был счастлив. Ну и дальше есть даже поверье о том, что лис решился подняться на небо, чтобы быть к Луне поближе, но она в ответ обняла его и со всей силы к себе прижала. И так на Луне появились пятна. Да? То есть такая интересная у нас Луна сегодня, интересная легенда. Ох, ну, я прям подумала так, что это очень романтично. Хорошо, давайте чуть-чуть поправлю. Смотрите, мы на карте видим полную Луну. И, конечно, вот сегодня как раз полнолуние, символ перемен в вашей жизни. Причем перемены будут идти в вашем дальнейшем развитии. То есть в октябре будет много знаковых событий в плане изменений. Да? То есть в вашей жизни очень много чего поменяется, и даже ваше мышление поменяется. По сути, древние культуры считали Луну зеркалом души. И Луна, она всегда означает бессознательное. Также наши чувства и нашу психику. Яркий свет Луны создает мистическую атмосферу в нашей жизни, и мы понимаем, что у Луны, большей частью народов верит в это, женская энергия. Да, конечно, скандинавы считают, что мужская, но большинство считают именно женская энергия. И вы как будто бы глубоко в своих мыслях поворачиваетесь к Луне. Вы как будто бы будете вскрывать то, что у вас в бессознательном поселилось, да, и вытаскивать оттуда. Получается, что вот они щупальца, это и есть ваше бессознательное, которое выходит на свободу в октябре. Символ каких-то глубоких страхов, тревог. Все это вылазит, и вы с этим справляетесь, то есть вы это будете прямо прорабатывать и избавляться от этого в срочном порядке, потому что вы это заметили, вы поняли источник, вы поняли корни, и вы убираете это из своей жизни. То есть октябрь для вас будет таким вот прям знаковым месяцем в плане прорыва в личном развитии. И, конечно, наша лиса здесь — это защитница. И, по сути, это дикий аспект духа, да, духа нашего. Поэтому вы будете отправляться в путешествие в свое подсознание. Там у вас царство теней, да, и здесь у нас стихия воды, она дает понять, что ваша женская сторона будет вступать в игру, то есть даже если вы мужчина, все женское будет подниматься в вас в октябре. У вас будут какие-то стремления сердца, чувства, может быть, к какому-то человеку, в которых вы попытаетесь тоже разобраться. Это могут быть довольно старые чувства, но самое главное, что очень захочется проковырять это все и разобраться окончательно в каких-то отношениях, может быть, даже. И вы дадите бессознательному пространству, вы прислушаетесь к нему, что оно хочет вам вообще, в принципе, сказать. Обращайте внимание в октябре на сны. Обращайте внимание на то, что говорит ваш внутренний голос, ваша интуиция. На самом деле вы как будто бы будете больше видеть, чем осознавать даже. И, конечно, карта, она просит вас быть более отзывчивым к себе. Вот не к кому-то, отзывчивым человеком, а к себе. То
То есть нужды вашей души на первом месте должны быть в этом месяце. Идет этап проверки и идет этап проработки собственной личности. Конечно, ваше бессознательное попытается вас победить, и даже какие-то негативные программы могут всплывать и вас провоцировать. Но не ведитесь, потому что на самом деле, если вы это переборете, у вас будет прорыв в жизни и много перемен к лучшему. Да, это карта перемен, то есть все меняется. В октябре все меняется. Могут быть очень кардинальные, глобальные перемены. Но именно с помощью вот того, что вы уже в себе преодолели, проработали, прошли и избавились от вот этих программ, блокирующих ваше развитие. То есть есть программы, которые отвечают за деньги, есть программы, отвечают за личные отношения, за здоровье, да, у человека, за уровень целеустремленности. Вот это все, что у вас негативное сидит, вы будете, естественно, в октябре убирать. И будут большие успехи в этом. А раз оно уберется, в жизни начнутся благоприятные абсолютно перемены к лучшему во всех сферах, скорее всего, но особенно в тех, которые вас больше всего беспокоили. Хорошо, достаем следующую колоду нашу. И наш, получается, следующий вопрос. Да? На чем сосредоточиться, чтобы добиться успеха? На чем же вам нужно сосредоточиться? Давайте смотреть наши камушки. На чем сосредоточиться, чтобы добиться успеха? Видите, какая интересная луна, да, сегодня? Еще и в полнолуние так выпала луна. На чем сосредоточиться, чтобы добиться успеха? Ну, тут у нас очень-очень сильный знак для вас. Это изумруд. И, конечно же, когда мы видим такой мощный, просто невероятно мощный камень, мы понимаем, что вы достойны успеха, и вы обязательно в октябре добьетесь успеха. То есть он вам уже тем, что выпал, обеспечил этот успех. Это ваше благословение. Однако, давайте немножечко поговорим про наш изумруд. Он дарит и получает любовь. Он открывает ваше сердце для дружбы и для любовного союза. На самом деле любовь, она переживается по-разному, иногда открыто, иногда незаметно. И мы чувствуем ее только тогда, когда молчит наш ум. И иногда мы обращаем внимание на любовь только тогда, когда смогли, наконец, успокоиться, да, как-то прийти в гармонию с собой и с окружающим миром. Вот, поэтому здесь, чтобы себя открыть любви во всех ее проявлениях, то есть даже если это касается финансов, нужно стать каналом для любви, для ее целительной силы, и вы можете настроить свой внутренний приемник на любовь, на волну любви, да? То есть вам это необходимо жизненно. Чтобы добиться успеха, вам нужна любовь. Вообще иногда даже сами по себе личные отношения и то стимулируют человека к тому, чтобы добиваться успеха в жизни. Вот это правда из правд на самом деле, истина из истин, потому что это движущая сила. Любовь — это одна из движущих сил человека. Это одна из мотивационных сил. Соответственно, вот любовь и успех могут сначала казаться вам совершенно разными вещами, но дух изумруда говорит вам, что они оба являются вашим естественным правом по рождению и могут друг друга как раз-таки поддерживать. Во всех ваших там деловых, финансовых вопросах спрашивайте себя, что бы сделала любовь. Вот что бы сделала любовь именно. Повторяйте себе этот вопрос, думайте об этом вопросе. И ваше сердце поможет вам относиться к себе, к другим людям с любовью. Любить — это значит уважать то, что люди должны отдавать добросовестно вам или другим кому-то. Это означает быть рядом с другими, не беспокоясь о том, что вы не вернете там свои вложения именно в той форме, в той сумме, на которую вы рассчитывали. Вот какой самый главный совет этой карты. То есть любовь и успех, они между нами всеми проходят, и сегодня вы просто призваны стать частью этого потока.
понимаете? Вы можете любить, вы можете отдаться любви вселенской, и даже в финансах вы добьетесь невероятного успеха. Но это вообще сама по себе карта и камень богатства. То есть не только любви, да, но еще и богатства. И вот я говорила вам выше, все-таки мы прогнозы тоже смотрим здесь. Мы видим, что да, у вас правит Луна месяцем, будут перемены какие-то, самокопания, да, удаление негативных программ. А в плане успеха богатство и процветание в виде изумруда. То есть вы поднимете уровень благосостояния в октябре, совершенно точно. Но именно с помощью любви, с помощью силы любви, понимаете, которая в вас уже, в принципе, есть. Она живет в вас, живет. Хорошо, давайте посмотрим следующую нашу колоду Таро злодеев Диснея. Чего вам следует избегать? А чего же следует избегать? Вот в чем вопрос. Чего бы не надо делать, да? Это же важно, на самом деле важно. Чего же следует избегать этому человеку под номером 1? Хорошо, давайте смотреть, перемешаем наши карты и достанем какую-то для вас. Чего следует избегать? Чего же вы не должны делать? Так. Ну, тут у нас, смотрите-ка, двойка мечей выпала, да? Двойка мечей. Что такое двойка мечей? Вот задумайтесь. Это когда человек взял и на что-то закрыл глазки свои. Он чего-то видеть не хочет, слышать не хочет, знать не хочет. А еще застыл в состоянии выбора. То есть, что же мне выбрать, что же мне делать, да? И вот на распутье встал и никуда. Ни туда этот человечек, ни сюда. Он скрестил ручки на груди, а вы уже там сидите в 4 кубков. И до свидания, как говорится. Вот чего вам следует избегать, да? Вот чего делать такому человечку-то нельзя на самом деле. Вот никакой пассивности, вот такой вот запутанности, закрывания глазок на все быть у вас не может. Потому что нельзя так себя вести. В октябре это не ваша карта. Она показывает, что нужно сразу же принимать все решения, понимаете? Сразу же. Не надо ничего никуда откладывать-то. Зачем? Также нельзя закрывать глаза на проблемы, на чьи-то недостатки, которые уже явно вам показались, эти недостатки. Так зачем вы будете закрывать на них глаза, если вы уже это видите? Если вы уже все это осознаете, зачем вы будете это игнорировать, свою проблему? То есть любая проблема, которая у вас будет, ее нельзя игнорировать. Нужно сразу же действовать, нужно сразу же понимать, что вот она есть, она никуда не делась. И, конечно, эта карта, она показывает, что человек находится в запутанной головоломке, а выходить не собирается. Решение-то вырисовывается, но нет принятия этого решения, вы не приняли его. Вот что нужно сделать? Что нужно сделать? Принять. Срочно принять решение. Что бы вы ни выбрали, это будет ваш абсолютно лучший выбор. Не нужно переживать сильно из-за этого, а просто брать и делать. Больше действий, не сидите. Вам нельзя сидеть, да, на одном месте. Вот, не закрывайте глаза. И, конечно, карта, она совершенно точно может показывать даже, что это происходит в личной жизни особенно. Почему? Потому что мы видим, что у вас особых проблем в успехе, в финансах нет. У вас карта благословения вышла по финансам. То есть вы, если прикладываете усилия, все с деньгами хорошо. С карьерой тоже, с работой, да, там с бизнесом. А вот двойка мечей, на что тогда она вышла? Чего следует избегать, да? Ну, конечно, в работе уж точно сразу же принимайте решение, это понятно. Не закрывайте глаза на те проблемы, которые у вас есть, потому что, вы же понимаете, что так делать нельзя, да? Так делать нельзя. Но в любви не закрывайте глаза, если человек уже там полная какаха. Если вы видите, что у него такая кучища недостатков, так зачем вы глаза-то закрываете, да? Зачем?
Зачем вы берете и, ну, там, допустим, игнорируете то, что он там плохо к вам относится или еще что-то. То есть вам этого делать, конечно же, не стоит, вам этого делать не нужно, да. Вам нужно просто брать и говорить себе: я с таким человеком тогда строить отношения не стану, потому что я нормальный человек, у меня все хорошо, я себя люблю. И условие этому человеку сразу же условие, что мы с тобой тогда не будем ничего этого делать вместе, потому что ты нехороший. То есть не закрывайте глаза на эти проблемы. Многие так тянут резину в отношениях, абсолютно многие. Вот видите, тут у нас еще и 7 жезлов вышла. Что ты не фокусируешься? Что ты не хочешь? Смотрите, как он прям сегодня не любит меня. Вот. Ну и здесь у нас еще и 7 жезлов. Да? Нужно отстаивать свою позицию, свои права. Нужно понимать, что я достойный человек, я себя защищаю, я защищаю свое личное пространство. И если вы видите, что кто-то недостоин там вас, ну все тогда. Защищайте себя. Вот. Умейте ставить человека на место. Он изменится. Поверьте мне, он изменится, если он вас любит. Но если не любит, ну и зачем тогда это надо, как говорится. Если же у вас нет отношений сейчас на данный момент, я, знаете, хочу тут сказать, что, может быть, вам, когда вы выбираете своего партнера или партнершу, нельзя закрывать глаза на сразу же очевидные недостатки. Ну, например, вы видите, что человек явно выпивает, да? Ну, явно же выпивает. Ну, зачем вы этому человеку будете отдавать предпочтение, если он берет и просто пьет? Зачем? Не надо этого делать, да? То есть постарайтесь вот выбирать правильно, выбирать того, с кем вы действительно собираетесь жить. Хорошо, возьмем следующую нашу колоду. Я вот тут сейчас все раскладываю, убираю. Тут у меня все эти коробочки, целая куча. Так, большое благословение Вселенной для вас. Ой, ну, конечно, они начали падать. Естественно, тут такая куча уже стоит. Уже не знаю, куда все эти книжки, все эти коробки девать. Так, большое благословение Вселенной для вас. Смотрим. Опс. Смотрим. Ну, тут у нас дикобраз выпал. Смотрите, какой красивый дикобраз. Надеюсь, вам его хоть немножко видно. На карте написано, что нужен свежий взгляд. Ну, если вы не видели, давайте покажу. Но почему-то не фокусирует у меня сегодня камера, не знаю. У нее периодически, как будто бы, знаете, критические дни или полнолуние. Ну, может быть, вот раз она тоже женского пола, камера же. Вот, может, поэтому так. Вот. И вы знаете, вот нужен свежий взгляд. Это ключ здесь к благословению, потому что вам Вселенная, она не просто советует, она вас благословляет взглянуть на вашу ситуацию глазом именно новичка. То есть кого-то, кто вообще еще в этом никогда не был. Вот почему? Потому что это необходимо, вот этот свежий взгляд, когда ты сам уже не понимаешь, что тебе надо, и не понимаешь, как. Вот правда. Вам нужно представить, что вы снова в это влились, но уже раньше у вас не было никакого в этом опыта. И рассмотрите эту ситуацию прям с любопытством ребенка, что ли. То есть никаких старых историй. Они вас больше не ограничивают, они вас больше не притесняют. На самом деле мир полон неожиданностей. Они везде прячутся, и они на самом деле у вас на виду, но вы их как будто бы сначала не видите, да? Вам посмотреть нужно на окружающий мир прям свежим взглядом и найти желаемое, то, что вы хотите для себя. Например, отношения, возможности. Или там подтвердите себе, что у вас есть все ресурсы, чтобы воплощать мечты в жизнь. Для вас это будет реально неожиданностью. Потому что вы давно не осматривались, вы давно не оглядывались, вы давно
не смотрели вокруг себя и не думали, а как вот оно может быть иначе. Вы скорее запутались, вы забрались в какой-то, не знаю, вакуум, да, куда-то спрятались, получается. И, соответственно, в ракушке в этой сидите, и ничего хорошего-то не происходит, да. Поэтому, когда вы окинете все взглядом ребенка, свежим взглядом, новым взглядом, вы получите реальное благословение Вселенной на то, чтобы выполнить в жизнь, реализовать в жизнь все ваши желания и мечты. Вот эта карта Дикобраз, она говорит, что иголочки-то не надо выпускать, что иногда иголочки вот эти ни к чему, да. Поэтому мы здесь понимаем, он защищается, он просто защищается. И когда вот от вас кто-то защищается, может быть, да, вам нужно понять, что это не ругань какая-то там, не вас пытаются оскорбить, а реакция защиты от окружающих людей. Есть такое, да, что они пытаются защищаться, они пытаются защитить себя, там, свое «я». А вы это воспринимаете так, как будто бы они вас кусают, вас там иголки свои шпыняют. Нет, они, скорее всего, боятся нападок, наоборот, со стороны всех других людей, и вас тоже. И, соответственно, просто попробуйте на них посмотреть иначе. Вот смотрите на них с точки зрения любви и с точки зрения того, что это они от вас защищаются, и вы увидите совсем другое. То, что ты должны увидеть, по сути. И ваше отношение-то к людям тоже поменяется. Соответственно, вы начнете добиваться успеха, да, в октябре, когда поменяете это отношение. А Вселенная вас просто благословляет на это. И смотрим духовный урок, какой вы получите в октябре. Какой духовный урок получите. Открываем колоду, уже 5-ю. Очень много, тут у меня уже башня из колод настоящая. Так, достаем карту. Опять плохо видно. Вот даже здесь видно лучше, чем когда я подношу вот так вот к экрану. Не знаю почему. Что уж там такое медом намазано или что у этой камеры. Итак, наша карта. Наша карта, она показывает, по сути, что за чем-то обычным в вашей жизни скрывается мистическая часть. То есть вы должны проявлять доверие невидимому миру, и не нужно его пытаться понять, а может быть, нужно его просто принять вот таким, какой он есть, этот невидимый мир, да. Вот ваш духовный урок в том, что вы примете в октябре некоторые вещи, которые, по сути, не должны быть известны вам заранее, и они не предназначены для того, чтобы вы постигли бы их умом. Просто будет что-то невероятно волшебное, необычное для вас, интересное, как волшебство, но вы поймете, что не стоит воспринимать это как что-то научное, например, или доказуемое, недоказуемое, понимаете? Вы просто их примете, и все, как данность, как должное, я не знаю. Вы осознаете, что все так, как и должно быть. Все идет, как должно быть в вашей жизни. Даже когда кажется, что это не имеет никакого смысла. И за пределами нашего обычного мира, по сути, притянутого нашей памятью, разумом, 5 чувствами, лежит мистика, мистическое царство красоты, магии и на самом деле неограниченного потенциала. Есть некая реальность, которую называют великой тайной. Мы не можем ее осознать, потому что, может быть, у нас даже не хватает органов чувств для этого, понимаете? Но она же существует. Существует весь этот параллельный мир, наша Вселенная. Вот, допустим, пытаются изучить, что такое черная дыра, там различные процессы Вселенной. Но на самом деле некоторые вещи просто не объять. Однако вы знаете, что там бесконечный потенциал, правильно? И
по сути, некоторые места во Вселенной даже не имеют тех законов физики, которые есть в нашем мире. Заметили, наверное? То есть все работает по-своему, отдельно, и мы не можем это понять, нам трудно. Поэтому вы и в своей жизни что-то необычное, что-то нестандартное примите как данность, потому что иначе нельзя это принять. Просто не получится это принять, понимаете? Когда вы задумываетесь, как это произошло, вы не можете понять, как это произошло, и теряетесь, а нужно просто принять как есть. И вот этот духовный урок вы пройдете в октябре. Ну, а это значит, что для этого будет повод, правильно? То есть именно для этого в вашей жизни откроется возможность. И это значит, вы столкнетесь с чудом. Чудом, которое не объяснить. Вы не можете его объяснить. Вот с чем вы столкнетесь в октябре. И вам только принять. У меня были такие чудеса в жизни. Были, и я не могла это объяснить. Совершенно. Были вещи, которые... Да, у меня муж видел. Кто-то скажет, там, фокус, например. А на самом деле он своими глазами видел, что это не фокус и не может быть фокусом. Там, вот он в Индии был, он жил в Индии полгода. 2 раза по полгода он жил в Индии. И он встретил там монаха. Они встретились на крыше почему-то здания какого-то. И у монаха не было рукавов, например. Не было каких-то вещей в руках. Между пальцами ничего не было. Но он ему материализовал священный пепел випхути. И он насыпал ему в руку из ниоткуда. Понимаете? И как это могло случиться? То есть он это видел, но он не мог этого объяснить. Совершенно не мог. Причем это никому неизвестный монах, и он нигде не пиарится в социальных сетях. Его не показывают по телевизору. Это просто святой человек, он молится, и все. И когда он встретился с ним, и он ему вот так материализовал, это был, знаете, шок, если честно. А когда мы видим, как мироточат иконы, вот, мирра стекает же по иконе, как это происходит, откуда там она появилась? Священники подделывают, что ли? А как мощи святые, почему они нетленные? Кто-то их законсервировал, окей, а как они людей исцеляют? Понимаете, вот вы что-то увидите такое, что не сможете объяснить. Ну, такая у нас первая позиция. Очень интересная такая мистическая позиция оказалась. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Большой расклад на октябрь. Что же вас там ждет? Наш цитрин, который вы не видите. Не знаю почему. Что уж с ней случилось. О, вот, теперь видите, да? Вот он, цитрин. Слава богу, хоть что-то видно. Кладем вот сюда. Интересно, она вообще будет показывать сегодня? Не знаю. Может быть, это какие-то электротоки моего биополя там ее смутили. Я очень волновалась перед раскладом. Она волновалась тоже, да. Может, луна на нее влияет. Жидкости в камере поднялись. Так, давайте смотреть первую карту. Ой, так первая карта же вот у нас. Первая карта — это вы. Кто пришел на расклад? Она же сбоку лежала. Хорошо. Так, вы у нас 5 жезлов. Смотрите, здесь в этой колоде 5 жезлов, она играет большими фигурами в шахматы. Что это значит? Это значит, что вы сейчас очень сосредоточены на какой-то выработке, на какой-то стратегии, да? То есть так получается, что вы человек задумавшийся, вы человек, который пытается построить планы и их реализовать, и уже приступили, возможно, к действиям, к реализации этих планов, но вам нужно с теми людьми, которыми вы сейчас больше всего взаимодействуете, да, вот как-то считаться. И получается вот по этой карте, что вы расставляете фигуры на шахматной доске, пытаясь понять, кто есть кто и кто какую роль играет вот в этой ситуации. Вы человек логичный, сосредоточенный, надежный, и знаете, что вы конкурентоспособны сейчас,
То есть, возможно, вы сможете обставить, обсчитать своих врагов, да, так получается, обойти их, обыграть в чем-то. И вам это нужно, вам это необходимо, потому что вы хотите выиграть. То есть это, конечно, карта показывает, раз шахматная партия идет, вы бы хотели выиграть. И да, вы распределяете роли, но все эти роли должны в вашем плане сработать. Вот, поэтому вы такой стратег на сегодняшний день, и, соответственно, на вас можно в этом плане положиться, да, в плане жизни, жизнеобеспечения, деятельности, что вы уже такой человек основательный, надежный. Раз вы еще и фигуру расставляете, значит, очень умный, значит, вы пытаетесь на несколько ходов вперед просчитать свою жизнь, планируете что-то на октябрь, и даже расклад этот смотрите, потому что уже планируете что-то на октябрь, да. Ваша жизнь не идет спонтанно. Ваша жизнь идет так, как вы этого хотите. Вы пытаетесь достичь своих целей. Вы идете к своему счастью. Я считаю, что это достойно, очень достойно. И как шахматист, я думаю, что партия за партией будете выигрывать и достигать вершины. То есть вы вот прям четко идете, да? Давайте посмотрим карту октября для вас. Какая основная карта именно этого месяца? Основная карта – это император. В принципе, знаете ли, логично. Может быть, император-то даже не какого-то просто мужчину показывает для вас, а именно вас, потому что вы такой очень интересный человек и лидер, скорее всего, по натуре. Соответственно, вы можете достичь любой вершины, поэтому император. Но также, да, все-таки и роль мужчины может играть здесь. Какой-то мужчина в вашей жизни может играть важную роль. И как вас эта карта может показывать, ваши энергии, так и энергии, по сути, какого-то человека. Да? Ну вот совсем, смотрите-ка, она не любит она меня сегодня. Вот. И раз мы императора видим здесь, вы можете сесть на престол, да, как некоторые вот недавно в новостях садятся уже, да, их уже переименовали даже. Можете просто пойти за кем-то, кто садится или уже сидит на троне. Или этот кто-то вам будет в чем-то помогать. Вообще получается по этой карте, что месяц будет очень-очень серьезным для вас, где вы занимаете высокое положение, да, октябрь с высоким вашим положением, лидерство, да, лидерство, и очень много мужской энергии в октябре. На самом деле вы можете встретить человека, который мудро подбирает слова, и который, если сказал свое слово, он его, соответственно, исполняет, правда? Его стать, его корона подчеркивает авторитет. И здесь мы видим и заслуги какие-то, и медали, и вот прям, не знаю, такую выправку, да. То есть это очень строгий человек, дисциплинированный, но он не лишен сострадания и может помогать. Может, это вы. То есть вы будете очень сильны в октябре, будете людям помогать и в то же время дисциплинировать людей, напористо достигать своих целей, будете проявлять все аспекты своей внутренней силы и энергии. Конечно, это очень продуктивно. И, конечно, это богатый месяц, ну, так скажем, приносящий большой доход, большие деньги для вас. Вы будете что-то организовывать, вы будете управлять как собой, так и другими людьми. И изучите свою мужскую энергию, особенно если вы женщина. Берегите себя от эгоизма, но также и от полного бескорыстия. Как же вы тогда будете без денег, что ли, сидеть, если все всем делаете бесплатно, да? Поэтому дерзайте, получайте от месяца октября большое удовольствие, действуйте независимо, но в то же время пользуйтесь помощью авторитетного человека. Я считаю, что опыт тут обязательно нужен, ваш приобретенный какой-то в прошлом, и тот, который вам предоставит, возможно, этот человек, ну, в свое пользование, так скажем, опыт, да. Поэтому, если вы,
ну вот займете, да, вот это высокое положение, и вам помогут, я считаю, что это будет вот лучшим результатом этого месяца, добиться процветания и добиться вот этого лидерства и помощи. Конечно, это очень крутая карта, очень крутая. Ну, представьте, стать императором, престол занять и лучше всех быть. Вас будут воспринимать прям лучше всех, вот что вот вы круче всех, да. Ну, такой непререкаемый ваш авторитет. Прекрасно. Мое мнение, что это прекрасно. Хорошо. На чем нужно сосредоточиться, чтобы добиться успеха? Давайте посмотрим на картах кристаллов. На чем же сосредоточиться тогда, чтобы добиться успеха? Ух ты. Ну, тут у нас оранжевый кальцит, я так понимаю. Но меня очень радует сердечко. Очень радует это великое сердечко. Конечно же, карта показывает любовь. Карта показывает чувственность, сексуальность. Но и также просто радость от объединения и от создания чего-то нового. Скорее всего, чтобы добиться успеха, даже в финансовом и рабочем смысле, вам нужно с кем-то объединяться. То есть все равно идет ситуация проявления кому-то чувств, любви, там, допустим, добрых намерений и в то же время именно объединение, да, вот как дай мне свою руку, и мы вместе свернем горы, да, мы вместе завоюем этот мир. Ну, то есть, объединившись, то есть именно нужно не ко всем подряд, да, даже проявить вот чувства добрые, хорошие или там любовные, а только к одному человеку, который действительно может в этом помочь, и вы достигнете успеха вместе. Вообще эта карта показывает вот этот камушек, да, творческую силу нашей Вселенной. Она течет внутри вас, внутри каждого из нас, да, и сейчас настало благоприятное время для вас, чтобы чувствовать свою связь с источником всего творчества. То есть вы можете в октябре подключиться ко Вселенной, к творческому началу Вселенной, и вы увидите, какое у вас вдохновение, то есть великое вдохновение. Вы как будто бы станете каналом для творческих процессов и будете иметь возможность создавать совершенно новые вещи. И вот дух этого камушка предлагает вам полностью погрузиться в роль, ну не знаю, там соавтора с кем-то, да, художника. Вы сейчас творческий тип личности, то есть не только вот такой вот сухой, да, что играем в шахматы, а еще и все-таки с творческим началом. То есть октябрь у вас такой многогранный получается. И вы будете играть с вашим воображением и увидите, что вы хотите помочь создать кому-то, может быть, невероятный там проект, да, и вкладываете свои силы в свою работу, в чью-то работу, да. То есть вы поддерживаете кого-то и чьи-то тоже начинания, то есть не только свои. И это прекрасно, вы именно с помощью этого добьетесь успеха. Во-первых, с помощью, может быть, объединения там, с вашим партнером или партнершей, который подсказывает, там, создание альянсов, союзов, да. И самое главное, это вот внутренне подключиться к источнику творческой силы Вселенной. Важно, важно. Попробуйте, это даст вам действительно невероятный успех. Хорошо, смотрим теперь, чего вам надо избегать. Гадаем на Таро злодеев Диснея. Чего вам надо избегать? Чего же лучше избегать? Чего нельзя делать, да? Сейчас узнаем. Вот хочу эту карту, она прям от меня прячется. А тут у нас шестерка пентаклей. Посмотрите, как интересно оформлена карта. Тут как будто бы костюм и 6 пуговиц. Вот как мужской костюм, опять же, да, такой намек на мужчину. Но само по себе, конечно, тут послание идет. И суть его в том, что вам нельзя допускать, чтобы вами пользовались. Вот ни в коем случае нельзя этого допускать. Понимаете, многие люди проявляют добро к другим, многие люди проявляют щедрость к другим. Вы тоже, скорее всего, в октябре проявите щедрость к другим. Тем более, что вы объединяетесь с кем-то, да?
Но есть тонкая грань между тем, чтобы сотрудничать, между тем, чтобы быть вместе, любить и работать, может, даже вместе, или иметь вместе общее такое творчество, увлечение, не знаю, семейный бизнес, и тем, чтобы вами пользовались. Вот понимаете, это очень тонкая грань. Избегайте этого всеми силами, старайтесь не делать все за всех. Потому что вы человек, видно, что очень упорный, старательный, сосредоточенный. Это по первой карте было сразу видно, по второй тем более, что вашим месяцем, октябрем, правит аж император. Естественно, вы добьетесь успеха, да, то есть в деньгах у вас будет большое прибавление, но за счет того, что вы с кем-то это делаете. Но раз вы с кем-то это делаете, у этого кого-то мужская энергия, ну не давайте собой пользоваться. Видите, что делает император на карте? Конечно, камера плохо работает, но видно, он дергает за ниточки. Он дергает за ниточки, и люди делают как марионетки все, что он хочет. Так вот, у всего есть грань, да? Хорошее и плохое, черное и белое, добро и зло. Император справедливый, император хороший, он может с барского плеча что угодно сделать. Но также он может вас за ниточки дергать, за веревочки дергать. Не делайте все за этого человека, с кем вы будете сотрудничать и объединяться. Ни в коем случае. И не делайте ничего ни за мужа, ни за жену. Старайтесь не делать за своего парня ничего особенно. Да, если он вас даже еще там, не имеет в планах законных отношений, тем более. Вот вспомните мои слова в октябре обязательно. И подумайте, задумайтесь над этим, что вы слишком, скорее всего, просты. И вами могут начать, естественно, пользоваться. Постарайтесь заниматься, допустим, благотворительностью, но перед этим распознать, а не фальшивка ли это, да? То есть вот обратите и на это внимание. Если кто-то просит в долг, может быть, стоит взвесить все. Может, этот человек и не отдаст этот долг. Вот избегайте такой лишней помощи, которая может стать медвежьей услугой для всех. Хорошо, давайте посмотрим следующую нашу карту. Так, а какой у нас следующий оракул? Я уже их все перепутала. Следующий у нас получается, наверное, духи животных, да? Вот это, духи животных. Большое благословение Вселенной на октябрь. Это же 4-е получается, да? 4-й пункт. Большое благословение Вселенной на октябрь для вас. Так, ну у нас тут, значит, лиса. Она показывает, что вам нужно соображать на ходу. Вселенная по этой карте дарит вам обаяние. Вселенная по этой карте дарит вам сильную привлекательность для противоположного пола и благословляет вас быть буквально магнитом для других людей, чтобы они могли идти вам в чем-то навстречу, да, и вы могли их как, ну, не знаю, не то что уж обворожить, но привлечь на свою сторону с помощью вашей харизмы, вашего обаяния и вашей красоты, может быть. Однако, если вам лиса явилась, значит, нужно торопиться. Поэтому вот этот дух лисы, он очень хитроумный, он, опять же, будет ваше творческое начало, но вы слишком долго привыкаете к быстрой смене событий. А Вселенная хочет, чтобы вы были более расторопны. И вам нужно думать на ходу. Нужно использовать свое остроумие и также здравый смысл. Принимать какие-то выигрышные решения. Тем более, что вы уже сидите за шахматной партией. Согласитесь, иногда в шахматах тоже нужно уметь сразу же быстро ориентироваться и принимать решения. Лиса об этом же говорит. В октябре вам нужно действовать с умом, мыслить нестандартно, подмечать все варианты ваших ходов и, может быть, как-то внимательно изучать ваше окружение. Вы твердо должны знать, чего вы заслуживаете и чего вы хотите сотворить. Поэтому вот острый ум принесут вам, естественно, много пользы, но и также ваша харизма, ваше обаяние
ваша красота, внешняя особенно. Поэтому, если вы можете поработать над образом, Вселенная благословит вас еще больше. Вы получите от Вселенной помощь. Помощь, знаете, как обрести умение почувствовать, что происходит в вашей собственной душе. И также творческое мышление. Вот Вселенная, она вам дает это творческое мышление, это уже было неоднократно сказано. Поэтому просто отдайтесь потоку Вселенной, просто отдайтесь на ее великую помощь, и она благословит вас быть вот такой вот юркой лисой, но очень-очень красивой и обаятельной. Может, кто-то из вас даже покрасит или уже покрасили волосы в рыжий цвет. Не правда ли? Пишите, кто это сделал. Ну и давайте теперь смотреть нашу последнюю карту на этот вариант. Это ваш духовный урок в октябре. Какой вы пройдете в октябре духовный урок, что вы усвоите для себя? Что вы усвоите? Прям чувствую эту карту. Прям от нее вибрацию почувствовала. Такая мощная, очень мощная карта. Она показывает исцеление сердца. Господи, это вообще, я не знаю, это просто до глубины души берет и пробирает, когда ты видишь именно такую карту. Почему? Потому что эта карта, по сути, исцеления, да, вашего исцеления и возмещения ущерба, что ли, который был нанесен вам в прошлом. Это карта готовности отпустить вашу старую боль. И вы не просто уделите время исцелению в октябре, вы скорее получите что-то невероятное свыше, что-то такое, вот как дар какой-то. Вы возродитесь после тех страданий, которые у вас были раньше. И да, ваша душа когда-то была ранена, но именно в октябре у вас исцеляется эта рана. Хотя вы, может быть, уже ее старались заткнуть, забить куда-то, забыть о ней или мало вспоминать, но периодически она как бы бередили, беспокоила, а теперь вы исцеляетесь, избавляетесь от нее, представляете? То есть хочется даже плакать, вот как, знаете, когда исцеляешься, исцеляешь какие-то свои там старые переживания, и идут слезы. И вот сейчас, когда я думаю об этой карте, что ваша душа была ранена, и что вы переживали, может быть, раньше какие-то потери, расставания, или даже предательство, или, может быть, теряли близких, то, соответственно, в октябре вы получаете от этого исцеление, и это прекрасно. И, может быть, у вас тоже будут от этого слезы. Может быть, даже кто-то из близких переживает трудные времена, и вы можете быть уверены, что это будет исцелено в октябре, хотя сами вы не могли помочь. То есть что-то будет вот такое вот прям невероятное. И да, это ваш духовный урок глубокого исцеления. Мало кто получает такие уроки, мало кто переживает эти уроки часто, потому что это очень-очень серьезно. И достичь этого очень трудно на самом деле. Очень трудно. Ну вот такая вот у нас прям интересная позиция. Я считаю, что вот эта карта последняя, она прям подытожила ваш октябрь. И здесь очень много хорошего. Конечно, вы добьетесь и в деньгах очень многого, да, улучшения. И рядом с вами будет все равно какой-то человек. Однако научитесь не жертвовать собой, и чтобы вами никто не пользовался. Вот этому вам прям нужно учиться. Учитесь обаянию, учитесь менять образ, быть ярче. И да, исцеление сердца, конечно, у вас произойдет обязательно. Может быть, кто-то вам сердце исцелит, да, душу. Может быть, это само как-то произойдет при вашей проработке, но это прекрасно, я считаю. Ну, вот такая вот у нас интересная была позиция номер 2. С исцелением, да, с исцелением. Это вообще супер, конечно. А мы идем дальше к следующей, 3 позиции. Наш сердолик, который никто не видит, но он есть.
Мы видим тыкву, но не видим сердолик. И первая карта — это кто пришел на расклад-то ко мне, кто явился. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вы только посмотрите на это. Вы только посмотрите на это. Как же вам повезло! Как же вам повезло! Вот никому до этого так не везло, как вам. Дорогие мои, вы у нас схватили талисман, да? Талисман самый настоящий. А почему? Потому что вы, получается, значит, везунчик по жизни на сегодняшний день. Вот когда вы, может быть, смотрите это видео, да, у вас какой-то в жизни прорыв. И когда мы видим туз мечей, мы понимаем, что это ваш знак удачи, это ваш талисман. У вас сейчас что-то происходит яркое, вы нашли ключ. И, соответственно, этот ключ вы можете повесить себе на шею, положить в сумку, в кошелек, как знак вашей удачи, загадать на него желание. Конечно, эта карта везучая и счастливая, как любой туз. Но эта карта также прорыва. Здесь мы видим в голове замочную скважину. Если я поближе покажу, то вы ее тоже увидите. Вы что-то в своей голове можете открыть, да, как какую-то мысль, возможность. И уже, может быть, делаете это. А ваша одежда состоит из звездного неба, из космоса. Вы прекрасные, и вы сейчас счастливчик, вы сейчас везучий человек по жизни. То есть все происходит именно так, как вы хотите, по вашему какому-то плану жизненному, по вашему какому-то, плану удачи, да, то есть скоро будет большое счастье, и вы достигаете этого счастья, достигаете этой внутренней гармонии. Конечно, это карта лидера, человека умного, человека яркого и человека, притягивающего сейчас удачу, счастье, гармонию в свою жизнь. Конечно, в вашей жизни наступает прорыв, может быть, вы на пороге этого, на пороге чего-то яркого и прекрасного, и держите в руках великий талисман, просто великий талисман ключа. Мое мнение, что тут какая-то неординарная совершенно личность. Личность человека, который должен скоро преуспеть во всех сферах, но чаще всего в деньгах, конечно. То есть, когда у нас есть такая идея яркая туза мечей, сразу же идет денежный всплеск, да? То есть у вас скоро будет явно в жизни денежный всплеск. Хорошо, давайте теперь посмотрим основную карту октября, если вы себя узнали. Но я считаю, что это прям оптимист должен быть по жизни, человек яркий. То есть, если вы свою харизму здесь узнали, сразу же смотрим дальше. Карту октября основную. Так, октября, карта у нас справедливость. Справедливость. Хорошая карта. Вы знаете, вот эти две карты, они очень сочетаются между собой. На самом деле. И это подчеркивает вашу удачу. То есть в другой бы ситуации я сказала, вот карта справедливость говорит о том, что вы там добьетесь справедливости, будете работать в государственном учреждении. Такое тоже может быть. Но самое главное не это, а то, что эта карта подчеркнула вашу. И это значит, что это вторая ваша карта, талисман. У вас будет счастливый месяц. У вас будет в этом месяце что-то особенное происходить, возможно, с карьерой или бизнесом. Вот какое-то предприятие, может быть, какие-то планы на повышение по карьерной лестнице, какая-то идея для бизнеса, идея для реструктуризации бизнеса или, может быть, какого-то ребрендинга. Вот это все сработает. Это все сработает, какая-то ваша мысль сработает, и вы будете иметь колоссальный результат, успех. И это вам дано по справедливости, потому что богиня Фемида на этот раз на вашей стороне, она не только показывает, что у человека должна быть тяжелая карма и отработка, она иногда показывает, что ему по справедливости положено. Вот он уже отработал все, да, ему положено получить теперь награду. И месяц октябрь для вас это месяц награды.
Награда за ваши труды и за то, что вы уже сделали. А вы что-то сделали. И сделали что-то очень полезное для этого мира или для общества, в котором вы живете, растете и развиваетесь. Понимаете? Конечно же, карта «Справедливость» для вас сейчас — это знак. Знак того, что скоро в жизни все изменится к лучшему, и вы займете престол по праву. Вы обретаете, может быть, власть над кем-то, может быть. Но также это может быть не власть, например, а как хозяин, человек-хозяин там, своего положения, своего там магазина, я не знаю. Может быть, вы как раз идете к тому, чтобы открыть там свой салон красоты, парикмахерскую или спортзал. Понимаете? И вам по праву положено зарабатывать и быть лучше других. Обойти, может быть, своих конкурентов. Если вы идете занять какую-то должность, конечно, карта говорит о том, что вы ее займете. У вас карьерный рост, значит, пророчится здесь в октябре. Понимаете? И высшие силы на вашей стороне. Силы справедливости на вашей стороне. Ну и для тех, кто в судах сейчас, конечно, этот суд вы выиграете 100%. Судебное какое-то разбирательство вы выиграете. И еще поймите, ого-го, сколько. Ого-го, прям много будет. Хорошо, что нужно сделать, как следовать какому плану, да, чтобы достичь успеха? Так, как достичь успеха, что сделать, да? Камушки достаем. Содолит. Вам вышел именно содолит. Вы знаете, я его часто, да, использую в наших с вами раскладах, этот камень содолит. Я думаю, что он для вас очень известен должен быть. Может, вы его даже выбирали несколько раз. Ну и в итоге, как вы считаете, о чем говорит этот камень? Конечно же, это состояние пробуждения, это осознание, это какое-то внутреннее знание. Это уверенность в себе, и это ясное выражение ваших намерений. Как достигнуть успеха в октябре? Да очень просто. Нужно бодрствовать. Нужно четко передавать ваши намерения в сознательную вселенную, да и просто людям. Если вы чего-то хотите, нужно сказать. Просто сказать и все. И вот, по сути, это ключ, который вы держите в руке. То есть, как достигнуть успеха, вы уже понимаете. Содолит. Просто берете и говорите, Вселенной говорите, я хочу вот этого, я хочу вот такого-то добиться в жизни, я хочу таких-то результатов. Людям говорите, я вот от этого хочу вот это, сделай вот это, от этого хочу это, понимаете? То есть все просто, предельно просто, но многие не могут этого сделать. По сути, вам нужно постоянно быть начеку, принимать решения трезвой головой. И как большие решения должны в полном сознании принимать, так и маленькие решения. Это повлияет на ваше благополучие. Кстати, карта и камень говорят о том, что вы явно разбогатеете с помощью своей интуиции в октябре. То есть у вас действительно идет подъем в финансах за счет вашей интуиции, за счет вашего четкого вот этого бодрствования, осознания, что и как вы должны делать. И если вы будете впадать в сонливость, будете все время, вы знаете, такую ленность, конечно, у вас ничего не выйдет. Но не теряйте из виду ваше духовное. То есть, конечно, если вы там помедитируете, это да, это тоже будет подобно состоянию сонливости, но потом принимайте решение, когда вы выйдете, у вас будет ясная голова. Вам нужно избегать старых привычек. Вот это очень важный момент. Если вы избегать будете старых привычек, у вас уже прорыв пойдет. Но самое главное во всем этом, это, конечно же, просто сказать. Просто сказать, вот, Господи, я хочу этого, я хочу от этого и ничего не хочу больше. Мне нужно такой-то результат от такого-то дела. Вселенная, помоги мне. И тут же люди, да, там, Вася Пупкин, иди копай картошку. Нам нужно выкопать ее до такого-то числа. Там Федя Баранкин, посчитай вот тут вот в тетрадке всю бухгалтерию.
Вот распределите обязанности. Просто возьмите в коллективе, распределите обязанности, особенно если вы руководитель, чтобы все четко было. Дома распределите обязанности. Сынок, ты пылесосишь весь месяц. А ты, там, дочка, да, моешь посуду. И все, и тебе этого не избежать. Это твоя на весь октябрь обязанность. И вы уже разгрузили себя. То есть, вот понимаете, вот просто нужно говорить о своих намерениях. Я хочу добиться вот этого. Значит, ты делаешь вот это, а ты вот это. Вот просто. Вы добьетесь действительно успеха. Эта карта уже говорит об этом успехе. Ну, конечно, нужно ваши как бы вложения, усилия приложенные показать здесь. Какие они должны быть, да? Хорошо. Смотрим Таро злодеев Диснея. А что следует избегать? Как нельзя действовать? Совершенно точно не стоит. Не пробуйте так. Не надо. Ой. Тут у нас, значит, рыцарь Пентаклей. Смотрите, какой он в этой колоде странный, да, нерасторопный. Вот такой вот весь действительно расшатанный. Вот такой вот весь еще и пугливый. Куда-то едет среди ночи. Вот сразу же, смотрите, намек. Никуда не срывайтесь вы ехать среди ночи. Чего следует избегать? Не ездите никуда среди ночи. Это уже вам сразу же знак идет от карты. Согласитесь. Ну и если упустить все-таки какие-то прямые намеки, да, от этой карты, ну то есть как на картинке, так и все, то, конечно, здесь мы видим все-таки Дворецкого, который является очень ответственным и преданным человеком на самом-то деле. И он, ну, проявляет терпение, усердно работает, действует честно, а потом получает большую-большую награду. Большую награду. Он старается для своего работодателя и не знает, что тот ему отдаст свое имущество, да, после там смерти, по-моему. Но сам факт, что карта говорит о какой-то невероятной самоотверженности, какой-то настолько кристальной честности, да, что человек не обращает ни на что абсолютно внимания. Поэтому здесь, если вы не проявите самодисциплину, то есть избегаете того, чтобы, да, в вашей жизни отсутствовала самодисциплина, отсутствовали какие-то, ну, большие цели, да, там, планы для их достижения. Потому что если вы проявите себя, вы получите все, на самом деле все. И карта говорит, что нужно фактически делать свою работу. Избегайте лени, избегайте расхлябанности. Вот как говорил вам Садолит, да, трезвый, ясный, бодрствующий ум. Сонливость ни к чему. Тут то же самое, да, сонливость ни к чему. Нужно усердие, нужен труд, нужно быть честным человеком. Но не перегибайте в этом палку. То есть есть люди, которые уж совсем прислужливые, услужливые. Вот этого избегайте, да, там, чтобы уж совсем прогнуться перед кем-то там бесплатно и так далее. И избегайте лени, своей собственной лени и вот отсутствия самодисциплины. Вообще человек должен уметь себя как-то дисциплинировать в жизни, да. То есть старайтесь это делать, конечно, дисциплина обязательно вам нужна. И просто еще не срывайтесь никуда. Вот как я вам выше говорила, да, что нельзя срываться, нельзя куда-то раз там помчался там внезапно, да. Вот есть люди, которые за рулем едут. Чего вам следует избегать? Да, вот ездишь за рулем и с кем-то ругаешься. Мало того, что ругаться нельзя, да, так ты еще и начинаешь там на педаль нажимать. У меня такой был бывший. Только с ним, не дай бог, поссоришься в машине, и он начинает 200 давить. Сидишь и вот волосы назад. Страшно. Страшно — это не то слово. Вот есть импульсивные люди, которые реально могут напугать, и да и попасть куда угодно, там в аварию можно, извините. Поэтому вас предупредили карты, да, что если вы таким человеком являетесь за рулем, или особенно, не дай бог, сесть кому-то такому в машину, будьте просто аккуратней. Не ругайтесь с тем, кто сидит за рулем, и не нажимайте педаль, пожалуйста. Вот. Чего следует избегать? Вот этого следует обязательно избегать. Здесь это четко на карте прям показано. Хорошо, смотрим дальше. Дальше у нас идет большое благословение от Вселенной на октябрь.
большое благословение от Вселенной на октябрь. Мышь. Мышь, уделите внимание мелочам, говорит вам маленькая мышь. Интересная карта на самом деле. Ваше тотемное животное. Я шучу, шучу, шучу. Я просто все время, когда вижу, знаете, вот какие-то такие карты смешные, я стараюсь пошутить над тем, кто смотрит, потому что, ну, чтобы развеять обстановку. На самом деле мышь, она крошечная, и она, конечно, замечает мельчайшие какие-то подробности, детали. И Вселенная советует вам обратить внимание на тонкости, на мелкий шрифт в договорах, там, контрактах, да, смотрите внимательно. И вы хотите добиться цели, вы хотите следовать за мечтой, вы легко можете забыть о том, что важно, как доносить свои мысли до окружающих, да, опять же, снова такой намек, так и, конечно, заботиться о разных мелочах. Стоит быть внимательнее, естественно, во всех делах, как в личной жизни, так и в работе. Иногда следует заметить в окружающем мире других людей, и вдруг они несчастливы, то есть у вас есть тихий голос души, когда вы останавливаетесь, вы его слышите, поэтому можно заметить, что кто-то плачет или кому-то плохо, нужно поддержать тогда. И также всегда слушайте себя, что подходит вам что-то или не подходит. Нужно мне это или не нужно? Буду ли я это делать? Счастлив я от этого или нет? И, конечно же, не стоит контролировать каждый чужой шаг, но все-таки постараться и оценивать мелкие какие-то обстоятельства. Да? Вы можете сотворить нечто прекрасное, если станете более внимательны к тонкостям, к деталям каким-то мелким, да, потому что, вот, допустим, картины, если пишете картины, чем мельче детали, да, все соблюдены, там даже самые мелкие вещи, штрихи, там, да, то она качественнее выжата, понимаете? То же самое в украшениях, если все ровно сделано, то это ценится, там, грани камня, да, и так далее. То есть вот вам это нужно все учесть, если вы хотите зарабатывать или хотите быть любимы, нужно обращать внимание на мелочи. Там, допустим, есть иногда отношения, где сначала у тебя страсть, ты не замечаешь, как будто бы мелочи, да, а потом уже поздно. Поэтому все нужно взвешивать заранее, особенно и в любви, и в работе. Если у вас новый контракт, конечно, это все нужно оговорить изначально. Особенно мелкий шрифт в этом контракте. Ну и в итоге какое благословение большое вам посылает Вселенная, она будет давать вам знаки. То есть, когда вот эта какая-то мелочь, которая вам тут сигналит, да, будет приходить в вашу жизнь в октябре, когда эта мелочь должна быть вами замечена, Вселенная будет ее подсвечивать и всячески вам намекать, дергать за косички, дергать за хвостики, да, чтобы вы могли увидеть, на что вам нужно обратить внимание, где вас хотят чуть-чуть надуть, облапошить или еще что-то там вам вписать куда-нибудь. Вот так обычно при оформлении вкладов делается, кредитов, да, и всего такого прочего. Когда на работу устраиваешься, вдруг оказывается, что ты ежемесячно со своей зарплаты должен носить там еще какие-то деньги куда-то в кассу или еще что-то делать. То есть все замечать будете, и Вселенная вам будет в этом, естественно, просто брать и подсказывать. Она будет вашим проводником. Ангелы-хранители, они будут вас снабжать, может быть, даже своими речами во снах, или как будто в ушко что-то подуло, да, или вы послушали себя, услышали ответ. То есть вам нужно просто это все будет внимательно включать вот свою логику, интуицию, да, свои способности. И все получится, естественно, все получится. Вы увидите, что пошел в октябре большой прорыв. У вас и так очень много здесь прям достижений таких. Можете даже урвать большой куш. Так, хорошо, давайте смотреть теперь, какой духовный урок вы усвоите. Что там такое интересное будет с вами пройдено в октябре. Ну, обалдеть, конечно. Карта просто потрясающая. Она показывает
ваш внутренний свет, который будет сиять в этом мире. Вам нельзя сжиматься, чтобы действительно излучать то, что у вас внутри. Вы прекрасный человек. И сейчас высшие силы нам просто об этом всем сказали, насколько вы хороши. Вам нужно уметь выражать себя. Это ваш духовный урок. Искренне общаться, гордиться тем, кто вы есть. Понимаете? Вот вы пройдете этот духовный урок в октябре, вы начнете гордиться тем, кто вы есть, и будете общаться очень искренне с людьми. Вы перестанете стесняться себя, что бы там вы в себе не боялись, вы это просто будете теперь показывать и не бояться этого, да, не сжиматься от этого. Вы призваны шагнуть в свою истинную силу, свою истинную сущность, представляете? И это один из тех моментов, когда вы должны вот все, что делает вас, все, что вы, какой опыт приобрели, чему научились, пережили, усвоили, вы должны это показать миру, понимаете? Вы должны это показать людям. Вы будто бы выйдете на сцену и начнете привлекать внимание людей, вы будете очень ярко сиять и очень выделяться среди других. Может быть, вы даже заведете какие-то блоги, или будете выступать по телевизору, или сниматься в кино, если вы этого планировали делать, потому что это ваш духовный урок. Научиться быть собой, выражать себя. И, может быть, у вас какая-то будет идея, конечно, но вы гордиться будете этой идеей. И сейчас не время себя принижать. Вы уже очень прекрасный человек с ключом. Вы уже на стороне справедливости. Вас уже благословляет богиня Фемида. И значит, что вам нужно показать себя. Это требует мужества. Это ваш духовный урок. Когда ты его проходишь, ты становишься лучшей версией себя и всем тем, чем ты в этой жизни гордился, да, и внутренне, и как-то старался привести себя к этому. Поэтому я вам так скажу, что вы наконец-то дойдете до вершины в октябре. Вы наконец-то дойдете до вершины. Это и есть то, ради чего вы шли. Это и есть ваш вот этот урок, научиться себя показывать, признавать свой голос, признавать свою внешность, признавать свои внутренние качества. Понимаете? Это и есть то, что вы должны сделать. Это ваша основная цель на октябрь. Да, вы все это сделаете, вы засверкаете. Люди будут гордиться вами, а вы гордиться собой. Люди будут восхищаться вами. Да, возможно, это приведет к финансовому успеху. Поэтому будьте готовы. Также вас, естественно, будет замечать, любить противоположный пол. Но я чувствую, что здесь, наверное, речь все-таки о какой-то паре. И просто соберитесь, все будет хорошо. Ну, вот такая вот у нас замечательная, великая третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк, пишите свое мнение. Также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.